Салфетка крючком для сервировки с рельефными лепестками. Вяжется намного проще, чем кажется. И в этом уроке я покажу, как вязать каждый элемент. Всем привет, мои дорогие, с вами Эд и добро пожаловать на мой канал. Все видео этого мастер-класса вы найдете по ссылке в описании к этому видео. Диаметр этой салфетки у меня получился 36 сантиметров. В ней 20 рядов. Я использовал вот такую пряжу. Это стопроцентный хлопковый шнурок. По толщине он в 100 метрах 150 граммов. Но вы можете вязать абсолютно любой пряжи, главное, чтобы это был стопроцентный хлопок, потому что хлопок после блокировки лучше держит форму. И я ее вязал крючком 3 мм. Но если, например, ваша пряжа слишком тонкая, то вы можете вязать ее в 2 нити. Расход у меня получился около 200 метров или 300 граммов. Но зависит, конечно, от вашей плотности вязания, пряжи и крючка. По завершении работы все свои салфетки я всегда блокирую с крахмалом. Как я блокирую свои салфетки, вы можете посмотреть в видео, я оставлю ссылочку в описании. Если у вас нет большого опыта в вязании, то на моем канале вы можете найти уроки вязания крючком, потренироваться, а уже потом приступать к этому или какому-то другому мастер-классу. А теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, кладу вот так на палец, оборачиваю и здесь впереди скрещиваю, сзади придерживаю. Теперь вставляем крючок под первую нить, цепляем вторую и вытягиваем ее. У нас здесь образуется вот такая петля, и теперь в эту петлю мы цепляем рабочую нить. Вот так у нас сейчас две петли на крючке, пальцем придерживаем эти две петли, а другие пальцы из кольца вытаскиваем. И теперь придерживаем вот так нить и кольцо. И теперь протягиваем эту рабочую нить в петлю. И вот так затягиваем. Вот наше кольцо амигуруми. Теперь в это кольцо нам нужно провязать столбики с одним накидом. Первый столбик мы заменяем 3 воздушными петлями подъема. Вот здесь один узелочек я уже посчитаю за одну воздушную петлю. То есть я сделаю еще 2 воздушные петли. Раз, два. Вот у меня первый столбик с одним накидом. Теперь накид. И в это кольцо провязываем еще один столбик с одним накидом. Вот так мы провязали пару столбиков. Теперь выполняем 2 воздушные петли. И в это же кольцо провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Вот так, опять 2 воздушные. И опять 2 столбика с одним накидом в это кольцо. И таких групп столбиков нам нужно провязать всего 6. То есть вот мы провязали 1, 2, 3 по 2 столбика. Нам нужно провязать 6. И между всеми группами столбиков у нас по 2 воздушные петли. Провяжем в это кольцо 6 вот таких пар. Итак, вот я провязал 6 пар столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И везде по 2 воздушные петли. Здесь в конце после столбиков я также сделал 2 воздушные петли. И теперь мы за вот этот хвостик тянем и замыкаем все вот эти столбики вместе в кольцо. Чересчур сильно не перетяните, чтобы у нас вся работа волнами не пошла. Вот так все затянули, вот этого достаточно. Этот хвостик потом можно будет под петлями, под столбиками спрятать и обрезать. И сейчас мы соединяемся в третью воздушную петлю подъема. То есть вот первая наша была узелок, вторая, вот она третья. Вот так за первую петельку, за одну половинку я вот так вставляю крючок и туда крючок назад. И соединяюсь с соединительной петлей. Вот так. Таким образом наш первый ряд завершен. Теперь приступаем ко второму ряду. Выполняем соединительную петлю в следующий столбик и соединительную петлю в следующую арку. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Накид. И сюда же в эту же арку провязываем еще один столбик с одним накидом. Вот мы провязали 2 столбика. Теперь выполняем 1 воздушная петля и еще 2 столбика с одним накидом сюда же в эту же арку. Накид, столбик с накидом, накид, опять столбик с накидом. Вот так мы в арку провязали
2 столбика, петля, 2 столбика. Теперь опять 1 воздушная петля. И в следующую арку провязываем то же самое. Накид. То есть столбики мы пропускаем и в арку провязываем 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля и еще 2 столбика с одним накидом сюда же. Опять 1 воздушная петля. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. В каждую арку 2 столбика петля, 2 столбика. И между такими группами тоже 1 воздушная петля. Провязали второй ряд до конца, выполнили последние 2 столбика петля, 2 столбика. Здесь 1 воздушная петля. И теперь соединяемся в третью воздушную петлю подъема просто соединительной петлей. Я вот так за одну петлю вставляю крючок, туда его назад и выполняю соединительную. И таким образом я буду соединяться на протяжении нескольких рядов. Если вдруг что-то изменится, то я обязательно скажу. Теперь приступаем к третьему ряду. Выполняем соединительная петля в следующий столбик и соединительная петля в следующую арку. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. 1, 2, 3. И еще 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Накид. И провязываем столбик с одним накидом. Опять накид. И сюда же провязываем еще один столбик с одним накидом. То есть вот провязали 3 столбика с одним накидом. Теперь выполняем 1 воздушная петля. И в следующую арку также провязываем 3 столбика с одним накидом. Опять 1 воздушная петля. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. В каждую арку мы провязываем 3 столбика с одним накидом. И между ними здесь по 1 воздушной петле. Четвертый ряд. Соединительная петля в следующий столбик. Соединительная петля в следующий столбик. И соединительная петля в следующую арку. Сейчас будем провязывать вот такие столбики, как мы вязали во втором ряду. То есть 2 столбика, петля, 2 столбика. Опять воздушная петля. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. 1 воздушная петля. И 2 столбика с одним накидом сюда же. Вот так, 2 столбика, 1 петля, 2 столбика. Теперь опять 1 воздушная петля. И в следующую арку 1 воздушной петли, то есть столбики пропускаем, провязываем 2 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля и еще 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. В каждую арку мы провязываем 2 столбика, 1 петля, 2 столбика. И между этими группами столбиков также 1 воздушная петля. Пятый ряд. Соединительная петля в следующий столбик. И соединительная петля в следующую арку. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. И еще один столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. Провязали 2 столбика с одним накидом. Теперь выполняем 1 воздушная петля. И в арку 1 воздушной петли между вот этими нашими группами столбиков провязываем также 2 столбика с одним накидом. Вот так. Опять 1 воздушная петля. И в следующую арку 1 воздушной петли между столбиками провязываем также 2 столбика с одним накидом. Опять 1 воздушная петля. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Абсолютно в каждую арку 1 воздушной петли предыдущего ряда мы провязываем 2 столбика с одним накидом. И между всеми этими парами столбиков у нас по 1 воздушной петле. Шестой ряд. Соединительная петля в следующий столбик.
и соединительная петля в следующую арку. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. И еще 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. То есть провязали 3 столбика с одним накидом. Вот так. Теперь выполняем 1 воздушная петля. Столбики пропускаем, и в следующую арку мы также провязываем 3 столбика с одним накидом. Раз. 2. 3. Опять 1 воздушная петля. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. В каждую арку провязываем 3 столбика с одним накидом и между группами столбиков по 1 воздушной петле. 7 ряд. Соединительная петля в следующий столбик, соединительная петля в следующий столбик и соединительная петля в следующую арку. И этот ряд у нас будет практически такой же, как и предыдущий, только вместо 1 воздушной петли будем вязать 2 воздушные петли. Сейчас выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, и еще 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Провязали 3 столбика с одним накидом. Вот так. Теперь выполняем 2 воздушные петли. Раз, 2. И в следующую арку, то есть столбики пропускаем, провязываем 3 столбика с одним накидом. Две воздушные петли. И таким образом провязываем ряд до конца, в каждую арку 3 столбика с одним накидом и между группами по 2 воздушные петли. 8 ряд. Соединительными петлями пробираемся в следующую арку 2 воздушных петель. Выполняем соединительную петлю в следующий столбик и соединительную петлю в следующий столбик. Теперь соединительная уже в следующую арку. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Раз, 2, 3. И еще 3 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Раз, 2 и третий столбик. То есть всего в эту арку 2 петель мы провязали 4 столбика с одним накидом. Теперь выполняем 1 воздушную петлю. Столбики пропускаем и в следующую арку 2 воздушных петель провязываем 4 столбика с одним накидом. Раз, 2, 3 и 4. И 1 воздушная петля. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. В каждую арку провязываем 4 столбика с одним накидом. И между этими группами столбиков 1 воздушная петля. 9 ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом в каждый из следующих 3 столбиков. То есть мы вяжем по 1 столбику в каждый столбик. Вот у нас было здесь 4 столбика в предыдущем ряду, и мы тут также провязываем 4 столбика. Вот провязали 4 столбика с одним накидом. Теперь столбик с одним накидом в следующую арку 1 воздушной петли. И вот такой у нас будет раппорт. Только столбики с одним накидом. Накид, и в каждый из следующих 4 столбиков мы также провязываем по 1 столбику с одним накидом. И столбик с одним накидом в следующую арку 1 воздушной петли. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 9 ряд до конца, в последнюю арку выполнили столбик с одним накидом, и теперь нам остается соединиться. Но соединяться будем немножко по-другому. Вытаскиваем вот так немножечко петлю подлиннее. И теперь вставляем крючок сзади наперед между первым и вторым столбиком. Первый столбик у нас вот воздушные петли подъема. Между этими воздушными петлями и между столбиком. Теперь цепляем эту
рабочую нашу петлю на крючок и ее туда-назад мы протягиваем. Вот так. Ну и немножечко здесь эту нить можно вот так подтянуть. Все. Вот таким способом мы соединились и завершили 9 ряд. Теперь приступаем к 10 ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема. Это мы выполнили первый столбик рельефный изнаночный с одним накидом. Теперь выполняем еще 2 воздушные петли, как арка. Раз, два. Теперь вот мы здесь, вот наши воздушные петли, мы отсюда выходим, второй столбик пропускаем и вокруг следующего провязываем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. Накид, вот второй пропускаю и вокруг следующего сзади наперед вставляем крючок, столбик обхватываем и его туда-назад толкаем. И здесь мы уже цепляем нашу нить, протягиваем ее. У нас вот 3 петли на крючке, и здесь мы уже вяжем, как обычный столбик с одним накидом. Все, и таким захватом он у нас получается рельефный изнаночный. И вот эта косичка у нас выходит вот так сюда наперед. 2 воздушные петли, накид. Вот мы здесь. Следующий столбик пропускаем и вокруг следующего также рельефный изнаночный. Сзади наперед вставляем крючок, обхватываем столбик и его туда-назад толкаем, цепляем нить, протягиваем и уже провязываем столбик здесь с одним накидом. Вот так. Опять 2 воздушные, накид, пропускаем следующий столбик и вокруг следующего рельефный изнаночный столбик с одним накидом. Две воздушные. И таким образом провязываем ряд до конца. Один столбик пропускаем и вокруг следующего рельефный изнаночный столбик с одним накидом. И между всеми столбиками по 2 воздушные петли. Провязали 10 ряд до конца, выполнили последний рельефный столбик. Перед нами здесь вот самый-самый последний столбик предыдущего ряда. Мы его по рисунку пропускаем. 2 воздушные петли я также сделал, и теперь соединяемся. И соединиться можно вот прям вот так, за сами вот эти воздушные петли мы вставляем крючок и выполняем соединительную петлю. 11 ряд. 3 воздушные петли подъема. Как первый столбик с 2 накидами незавершенный. 2 накида на крючок. Следующий столбик мы пропускаем. И вокруг следующего провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Вот я сделал 2 накида. И теперь вот второй пропустили, следующий столбик вставляем крючок вот прям вот так за сам столбик. И здесь уже мы цепляем нить и провязываем как столбик с 2 накидами. Вот так. Вот это мы сделали 2 столбика с 2 накидами рельефные лицевые с общей вершиной. Теперь выполняем 2 воздушные петли, 2 накида на крючок и вокруг предыдущего столбика, вот который мы пропустили, провязываем столбик с 2 накидами рельефный лицевой не до конца. То есть вот я сделал 2 накида, крючок немножко назад, и вот столбик, который мы пропустили, вставляю вот так вокруг него крючок. Уже цепляю нить и провязываем столбик с 2 накидами, но не до конца. Вот так. И у нас остается 2 петли на крючке. Теперь опять 2 накида на крючок. Вот этот столбик мы пропускаем. И вокруг следующего свободного столбика мы провязываем также столбик с 2 накидами, рельефный лицевой, не до конца. Вставили крючок вокруг столбика и провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами, вот так не до конца. У нас теперь 3 петли на крючке, и мы их все вместе провязываем. Вот так. То есть вот мы сделали 2 столбика с 2 накидами с общей вершиной, 2 петли, опять 2 столбика с общей вершиной, опять 2 петли, 2 накида. И опять делаем то же самое. Вокруг предыдущего столбика, вот мы сейчас вот здесь, вокруг предыдущего
столбик с двумя накидами, рельефный лицевой, вот так не до конца, 2 накида. Вот этот мы пропускаем и вокруг следующего свободного провязываем рельефный лицевой с двумя накидами, не до конца. Вот так. У нас 3 петли, и мы их вместе провязываем. Вот что у нас получается. То есть вот так они друг на другом идут. Опять 2 воздушные петли. Раз, два. 2 накида. Опять вокруг предыдущего. Два накида. И вокруг следующего свободного. Вот этот мы пропускаем. Вокруг следующего свободного. Столбик с двумя накидами, рельефный лицевой. Вот так. Опять 2 воздушные. И таким захватом у нас столбики рельефные лицевые. Если изнаночные столбики мы сзади наперед вставляли, этот вот так мы спереду цепляем. Это у нас рельефный лицевой получается. Сделал 2 воздушные, 2 накида. Опять вокруг предыдущего. Два накида. Пропустили вокруг следующего свободного. Три петли вместе. Опять 2 воздушные. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Выполняем столбики с двумя накидами с общей вершиной. Вокруг предыдущего, вокруг следующего. Потом опять вокруг предыдущего, вокруг следующего. И между ними по 2 воздушные петли. Вяжем таким образом ряд до конца. Подхожу к завершению 11 ряда, выполнил последнюю пару столбиков и 2 воздушные петли. Вот получается я выполнил вокруг последнего свободного столбика. И здесь передо мной уже столбик самый первый, то есть воздушные петли подъема. И мы сейчас должны сделать эту группу столбиков с общей вершиной также вокруг предыдущего и вокруг вот этого самого первого, где у нас воздушные петли. Но мы делаем следующим образом. 2 накида на крючок. Также вокруг предыдущего я выполняю рельефный лицевой столбик с 2 накидами, не завершенный. 2 накида. И здесь, где у нас воздушные петли подъема, я работаю вот так. Отодвигаю и делаю также за воздушные петли. Вот мы соединялись. И вот за эти воздушные петли я выполняю также рельефный столбик с 2 накидами. Все, провязываем вместе. Все, получается, вот мы работу назад отодвигаем. И у нас вот эти воздушные петли подъема, грубо говоря, как первый столбик, он получился сверху вот этого столбика, который мы сделали сейчас. Потому что у нас каждый вот этот первый столбик, вот он сверху идет. А второй всегда вот позади. Вот он сверху, сверху, а вторые вот они всегда там сзади. Так и здесь вот этот сверху. Воздушные петли подъема сейчас также получаются сверху. Теперь 2 воздушные. И выполняем. Вот вокруг предыдущего. Вот мы сделали последний вокруг воздушных петель. Вокруг предыдущего. Это уже последняя получается пара столбиков. Не до конца. 2 накида. И вокруг следующего, который после воздушных петель подъема. Но чтобы у нас вот эти столбики остались также сверху по рисунку, мы вот так работу назад отодвигаем. То есть вот он, этот столбик, вокруг которого нам нужно сделать. И мы вот с этой стороны вот так его, то есть вот эти столбики все отодвинули. И вокруг него здесь провязываем столбик с 2 накидами. Рельефный лицевой. Вот так назад это все дело поправляем. Все. И у нас рисунок сохранился. То есть вот они, все вот эти столбики, они вот так идут сверху. И делаем последние 2 воздушные петли. И в самую первую группу столбиков, вот они, воздушные петли подъема. Первый столбик, вот она эта петля. В нее выполняем просто соединительную петлю. Все. Вот таким образом наш ряд завершен. Если вдруг у вас работу немножечко кажется, что стягивает, ну, в принципе, она ровная здесь, можно вот так пальчиками немножечко все это расправить. И все столбики встанут на свои места. Все. То есть вот так у нас здесь получается.
12 ряд. Соединительная петля сразу же в следующую арку 2 воздушных петель. Вытягиваем сейчас петлю вот так немножечко повыше, примерно на высоту столбика с одним накидом. Выполняем накид. И в эту же арку вставляем крючок и вытягиваем петлю. Вот так повыше, примерно на высоту столбика с одним накидом. Второй накид. Опять вставили крючок сюда же, вытянули нить повыше также. Третий накид. Вставили крючок и опять вытянули нить. Вот так. И вместе с первой вытянутой петлей мы как будто бы сделали здесь сейчас 4 накида. И вот вытягивали петли. И теперь все вот эти навязки, что мы сейчас сделали, провязываем все за один прием. Цепляем нить и вот так через все петли аккуратно протягиваем нить. Вот мы сделали первый пышный столбик с 4 накидами. Теперь выполняем 3 воздушные петли. Раз, два, три. И в следующую арку 2 воздушных петель провязываем пышный столбик с 4 накидами. Делаем накид, вставляем крючок в арку, вытягиваем петлю повыше. Вот так, раз, накид, вставили крючок сюда же, в эту же арку, вытянули нить повыше. Это 2, накид, вытянули петлю. Это 3, накид, вытянули петлю. Это 4. И теперь все эти петли вместе провязываем. Цепляем нить и аккуратно через все наши там навязки протягиваем нить. Вот так. И так мы будем вязать в каждую арку пышные столбики с 4 накидами. И между ними 3 воздушные. Раз, два, 3. И в следующую арку провязываем пышный столбик с 4 накидами. Накид, вставили крючок, вытянули петлю. Раз, накид, 2, накид, 3, накид и 4. Все петли вытягиваем повыше. И теперь все навязки вместе провязываем. Вот так. И опять 3 воздушные петли. Все. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 12 ряд до конца, выполнили последние 3 воздушные петли. И теперь в вершину самого первого пышного столбика соединяемся соединительной петлей. Вот она здесь у нас такая петля. В нее вставляем крючок и выполняем соединительную. И по завершении 12 ряда у вас работа может немножечко фалдить. То есть она у меня тоже здесь слегка вот так волнами идет, но это ничего страшного. 13 ряд. Соединительная петля сразу же в следующую арку. 1 воздушная петля подъема. Столбик без накида сюда же в эту же арку. 3 воздушные петли. Столбик без накида в следующую арку. 3 воздушные петли. Столбик без накида в следующую арку. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. В каждую арку выполняем просто столбик без накида. И между всеми столбиками 3 воздушные петли. Провязали 13 ряд до конца, выполнили последние 3 воздушные петли. И в самый первый столбик без накида мы просто соединились с соединительной петлей. 14 ряд. Этот ряд у нас будет точно такой же, как и предыдущий. Выполняем соединительную петлю сразу же в следующую арку. 1 воздушная петля подъема. И сюда же провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Раз, два, 3. Столбик без накида в следующую арку. Раз, два, 3. Столбик без накида в следующую. И таким образом провязываем ряд до конца. Столбик без накида в каждую арку и 3 воздушные петли между столбиками. Провязали 14 ряд до конца. Нам остается выполнить последнюю арку из 3 воздушных петель. Но мы ее заменяем. Вместо 3 воздушных петель мы выполняем накид. И в самый первый столбик без накида выполняем столбик с 1 накидом.
Вот так, то есть таким образом мы сделали последнюю арку и оказались в центре этой арки, что нам нужно для выполнения следующего ряда. Дорогие мои, мне очень нужна ваша поддержка в виде лайка, комментария и обязательно проверьте подписку на канал. Я стараюсь снимать все больше новых и интересных мастер-классов. А еще хочу напомнить, что у нас с вами в Instagram есть свой хэштег «Вяжу с Дуду», для того, чтобы вы могли показать мне фотографии работ, что у вас получаются по моим мастер-классам. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось, если нашли для себя порцию вдохновения, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А с вами был я, Эд, до скорого!